Вчера я выпустил видео про бомбежки Харькова и, конечно же, сразу получил обвинение в необъективном освещении событий и всяком таком прочем. Знаете, какая версия у пропаганды, почему горели дома в Харькове и гибли мирные жители? Они говорят, что сами украинцы стреляют в свои города, чтобы получить возмутительную картинку. Смотрите, так прямо и говорят. Это утро началось для жителей Харькова с мощного взрыва возле областной администрации. По предварительным данным, был нанесен авиаудар. Речь идет об очередной провокации нацистских боевиков. Украинские националисты расстреляли гражданских, когда они с белым флагом выходили из города. Ждем подтверждения из других источников. Такая вещь, конечно, могла прийти в голову только российской или белорусской пропаганде. Только люди, которые весь мир сводят к телекартинке, которые давно продали свободу и правду за кокаин, только они могут подумать, что вооруженные силы государства могут нанести удар по своему городу, по своим людям, чтобы показать это по телевизору. В реальности российские вооруженные силы, наступая на Харьков и на другие украинские города, проводят артиллерийские и авиаудары. Судя по количеству попаданий в жилые районы, целятся они все-таки не в них. Ну, иначе разрушений и жертв было бы намного больше. Но стрельба из артиллерии или авиабомбы – это штука неточная. Снаряды регулярно попадают не совсем туда, куда хотели стреляющие. И вот погибают мирные жители Харькова. Вчера пострадали жилые районы Харькова. Сегодня попали в центральную площадь. Смотрите, как это выглядело. Ну, это бы... Вот так сейчас выглядит центр Харькова. Еще неделю назад мирного и крупнейшего пророссийского города Украины. Это 2-миллионный русскоязычный город. Посмотрите, адекватные русские, что, блядь, вы делаете? Центр города, площадь, блядь. Вы гуляли здесь праздники, блядь, праздновали. Посмотрите, что у нас происходит. Погибших сколько? Остановитесь, выходите, пока не поздно, у себя там. Душите эту тварь ебучую! Слава Украине! Героям слава! Сегодня днем ударили по Киеву. В телебашню. Видимо, российское руководство думало, что в Украине все устроено как в России, и если украинцам выключить телевизор, разбив телебашню, они не будут так отчаянно сопротивляться. Это место находится прямо рядом с мемориалом Бабий Яр. Я снимал там месяц назад видео про Холокост. И был ровно на том месте, откуда прошла вот эта вот съемка. Я прям помню, как кофе пил рядом с этим местом. Киев. Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Все легли! Легли! Легли к зданию и легли дальше от стекол! Ближе к земле, дальше от стекол! Может еще один удар быть нанесен! В результате этого обстрела российской артиллерии погибли 5 человек. Я не буду вам показывать их разорванные на части тела, но эти видео вчера ходили по интернету. Причем это мирные люди. И о том, что Россия будет стрелять в Киев, даже предупредило Министерство обороны. Пока я записывал это видео ночью, Россия начала бомбить Житомир. Пришла информация, что стреляли по военной части, но промахнулись и попали в частный сектор, в дома жилые. Сгорело множество домов и, видимо, погибли люди. Пока записываю, информация прийти не успела. Смотрите, как это выглядело. Украинцы совершенно не собираются сдаваться. Пока российской армии, наступающей всей своей мощью, не удалось захватить ни одного областного центра. Хотя очевидно, что план был закончить войну за 2-3 дня. Происходящее – это просто полнейшая катастрофа. Власти России сошли с ума и ведут с Украиной полномасштабную войну. Вооруженные силы Украины защищаются, и пока успешно. Количество жертв с российской стороны скрывается. Судя по всему, жертв очень много, но не приходят даже похоронки.
Сегодня выходило очень много видео с российскими пленными. Похоже, что их тоже очень много. И совершенно не похоже, что кому-то до этого есть дело, и кто-то собирается их как-то обменивать или еще что делать. Не может быть никакой двойной трактовки происходящего. Россия развязала агрессивную войну. Россия пытается захватить украинские города. Российская армия совершает военные преступления, обстреливая, даже если случайно, жилые районы и убивая мирных жителей. Российская армия, убивающая русских в Харькове. В это просто невозможно поверить. Поверить невозможно, но это происходит. В России вчера в конце дня произошло очень важное событие. Отключили радиостанцию «Эхо Москвы». Последняя эфирная СМИ, где могли звучать независимые голоса. И вот ее отключили от радиовещания. Это, пожалуй, лучшая иллюстрация состояния дел на фронте, чем любая другая. Ведь если бы что-то похожее планировали заранее, то не было бы никакой проблемы усмирить эхо просто по праву собственности. Радиостанция контролируется «Газпром Медиа», который через цепочку собственников подчинен правительству. Примерно за неделю там можно было бы сменить главного редактора по имеющимся там процедурам, переверстать эфир, загнать лояльных спикеров. Если бы разгром эхо был предсказуемо запланирован, то он случился бы сильно раньше, точно не позже января. Но, видимо, никто не ожидал такого положения дел на войне, как происходит сейчас. И с эхом пытаются разобраться в срочном порядке, максимально неуклюжим образом, через отключение от эфира. Замечу, что это второй случай отключения «Эхо Москвы» за всю его историю. Первый раз это произошло в августе 1991 года, в дни путча ГКЧП. Тогда путчисты привели танки в Москву, но что с ними делать, так и не придумали и не поняли. Поэтому на всякий случай отключили «Эхо Москвы», которая слишком свободно рассказывала о происходящих событиях. Случилось то, что случилось, а главное так, как случилось, только по одной причине. Война с Украиной идет из рук вон плохо для российской армии. Жертв в этой войне теперь столько, что их нужно прятать. Здесь не остается никакой линии, кроме генеральной. Нельзя позволить, чтобы хоть какие-то свободные голоса звучали, потому что вот-вот, так или иначе, либо похоронки, либо гробы, либо сообщения о убитых российских солдатах начнут доходить до российских регионов и российских семей. Судя по всему, погибших очень много. Есть даже сообщение, что их уже больше, чем во время всей Чеченской войны многолетней. Это не может не вызвать реакцию в обществе, и поэтому вчера таким неуклюжим образом начали бороться с независимыми СМИ. Значимые города Украины не собираются сдаваться. Брать их значит погубить десятки тысяч солдат, вступить в тяжелейшие уличные бои с большим шансом их проиграть. С большим шансом проиграть той армии, которая сегодня сильно отличается от российской. В одном из прошлых роликов я говорил про мотивацию. Слово «мотивация» в значительной степени сегодня девальвировано в довоенном нашем мире. Потому что его используют как угодно и в книжках, и в тренингах, Но война — это тот случай, когда мотивация обретает истинный смысл. На ней цена выполненной или проваленной задачи — это не упущенный контракт, не премия. На войне цена — это жизнь. Вы либо готовы идти на такой риск, либо нет. Война в социальном и экономическом, и техническом, и политическом смысле сильно изменилась за тысячи лет, со времен Бронзового века. Но кое-что осталось неизменным. Люди должны знать, зачем они отдают свою жизнь, за что они ее отдают. Жизнь не вопрос увольнения, бонусов или зарплаты, или своего места в иерархии. Жизнь — это вопрос того, продолжите ли вы существовать, или вас не будет. Именно поэтому в случае захватнической войны сравнивать силы сторон, в общем, бессмысленно. Войска, которые обороняют свою территорию, которые пользуются поддержкой местных жителей, находятся в заведомо выигрышном положении. Украинская армия не просто модернизирована, хорошо укомплектована и неплохо вооружена. Но она находится на своей земле и будет ее оборонять до последнего. Непонимание этого простого факта – это целиком ответственность российского военного руководства, которое не просто соорудило иную реальность у себя в головах о некоем безумном контроле власти фашистами в Украине, под гнетом которых находятся украинцы, которые будут рады типа освобождению. Не только это все придумали, но и поверили в это. И на основе этого соорудили какие-то военные планы. И отправили на основе этого российских солдат туда погибать. И вот теперь российские власти вынуждены идти на неуклюжие какие-то немедленные меры.
На информационном фронте воевать, закрывая «Эхо Москвы» немедленно, отменяя все программы по телевидению и показывая там исключительно пропагандистов Соловьева и Киселева. Стреляя системами залпового огня по украинским городам. Потому что украинская армия оказалась совсем не тем разрушенным и деморализованным формированием, которым казалось российскому руководству. А что же происходит с российской армией? Куда делась та российская армия, которую целыми днями показывали по нашему телевизору интересующемуся населению? Почему в видео взятых в плен солдат войска больше похожи на беспризорных детей без экипировки, чем на космического вида спецназ, который показывали по России-1 и телеканалу «Звезда»? Дело в том, что наша армия при Шойгу — это абсолютная победа пиара, безоговорочная капитуляция всего остального. Телевидение смакует образы прекрасно экипированных и обученных солдат, показывает танковый батальон, у российской армии появился логотип и айдентика, магазин фирменного мерча армии стоит в каждом аэропорту, очень хорошо забрендированные сухие пайки. Но то, что мы видим сейчас, намного больше напоминает мрачное перестроечное кино про всеобщий мрак и деградацию, чем бодрый армейский репортаж. А дело все в самой природе армии. Сейчас об этом подробнее поговорим. Но сначала вот что. Сегодня я впервые с начала войны вставлю в свой ролик рекламу. Мы не хотим сейчас сокращать редакцию, а наша независимость дает возможность платить команде, а независимость зависит от рекламы. Рекламу мы будем ставить только уместную, я надеюсь, вы не обидитесь. В последнее время в мире IT набирает популярность направление ноу-код, то есть создание сайтов и приложений без написания кода. Теперь для этого не обязательно учить языки программирования. Есть специальные сервисы, в которых можно создать рабочие продукты, как в конструкторе. Причем это могут быть не только простенькие сайты-визитки, но гораздо более серьезные проекты, типа Tinder или Airbnb, Coursera, аналоги популярных маркетплейсов и сервисов доставки. Почему это может быть интересно вам? Ну, прежде всего, это отличная возможность сменить работу, если старая перестала вас устраивать. Чтобы разобраться с ноу-кодом, не нужно каких-то специальных знаний или способностей, только желание и упорство. Если вы освоите эту профессию, со временем вполне реально зарабатывать от 150 тысяч рублей за проект. При желании можно уйти на фриланс, совмещать работу с путешествиями или вообще найти зарубежного заказчика и уехать в другую страну. А еще ноу-код — это отличный инструмент для стартаперов. Он позволяет быстро запустить проект без команды и больших вложений. Хотите узнать обо всем этом побольше? Записывайтесь на бесплатный вебинар «Как создавать сайты и мобильные приложения без кода и зарабатывать на этом» от школы CodeBreakers. На вебинаре вы узнаете, почему ноу-код — самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноу-код много, что для этого нужно знать и уметь, и где приобрести все эти знания быстро. Вебинар ведет Анна Ардзиевская, бывший продуктовый менеджер Яндекса. Анна запускала стартапы в Сан-Франциско и сама работала как ноу-код-разработчик. Даже если вы пока не собираетесь становиться ноу-кодером, все равно приходите на вебинар. Вы просто получите представление, может, потом пригодится. Ссылку я оставлю в описании. Продолжим. Мы говорим про российскую армию и ее состояние сейчас. Бардака и коррупции в любой армии и любых спецслужбах любой страны всегда будет больше, чем по стране в среднем. Виной тому непрозрачность и слабая подконтрольность таких институтов. Ну а как наша страна специфическая, уровень коррупции тут очень высокий, то в армии все уж совсем плохо. Почему обычно в армиях все хуже, не только в России? Когда вы видите, что в центре Москвы свежая плитка за пару зимних дней стала выглядеть так, как будто по ней бегала Годзилла, это явная коррупция и явная некомпетентность. Вы можете скачать прайсы на укладку плитки с сайта производителя, сравнить с контрактами и сказать, тут украли столько-то, а тут столько-то. Можно привлечь специалистов, которые посмотрят и скажут, это случилось вот по такой-то причине. Армия устроена принципиально иным образом. Там ничего посчитать невозможно, и тому есть множество причин. Во-первых, армия просто не будет никому рассказывать, что, у кого, и за сколько, и как она покупает, куда тратит деньги. Во-вторых, даже если бы вы это знали, то непонятно, что делать с этой информацией. Если у простого стрелкового оружия или у автомобиля или у одежды еще можно посмотреть рыночные цены, как это сделал Навальный в случае питания Росгвардии, то ни у танка, ни у системы залпового огня, ни у истребителя просто нет рыночной цены. Сколько должна стоить стратегическая ядерная подлодка? Правильный ответ — у нее нет цены, потому что нет такого рынка.
Более того, нет ничего сопоставимого с подводной лодкой, с чем можно было бы ее сравнить. Она стоит ровно столько, сколько указано в глубоко засекреченном контракте. В-третьих, полная невозможность учета. Сколько бы ни украли на закупке обуви для детского дома, но что-то купить придется. Босые дети сразу привлекут внимание. Насколько беззастенчиво бы вы не воровали на постройке моста, мост в каком-то виде должен возникнуть и не должен рухнуть. А сколько патронов выпустили на учениях? Сколько ракет? Те гранаты, которые были списаны, они когда-то существовали физически, а не только на бумаге? Модернизацию танка реально провели или просто индексы переписали? Армия, особенно в недемократических странах, без независимого парламента и парламентского аудита, увы, устроена таким образом, что воровать там могут все, от министра до последнего прапорщика-коптера. От миллиардных контрактов на закупки вооружения до упаковки туалетной бумаги и ящика тушенки. Когда вы воруете на чем-то публичном, то приходится втирать очки всем, кто это видит. Когда же вы воруете на такой черной дыре, как армия, то втирать очки нужно лишь небольшой группе начальства, которая и сама обманываться рада. И населению лишний раз можно рассказать о возрождении армии. Ведь если модернизировать танк с помощью переписывания индексов, их можно модернизировать намного больше и быстрее, чем если делать это в реальности. А то, что кому-то придется потом этими танками воевать, об этом никто никогда не думал. С кем вообще может воевать российский танк? Если совсем просто, нельзя сказать, что у вас в городе появилась сверкающая детская клиника, набитая самым современным оборудованием, если ее физически нет. Но можно рассказывать любые небылицы об армейской реформе, в каком бы плачевном состоянии армия не пребывала. Пару показательных полков для телевизора создать не проблема. Ведь до настоящей войны этого никак не проверить. А войны никто не ждал. Но вот она пришла, и сейчас все видно. Самый ужас в том, что сегодня жители Украины платят такую страшную цену за все то, из чего состоит российский режим. За коррупцию, некомпетентность, за ложь пропаганды. Ложь пропаганды не помогла коррумпированной некомпетентной армии вести успешную захватническую войну с украинской армией. Значит, в отместку должны гибнуть украинские граждане. Мы все в эти дни выучиваем тяжелые уроки. Коррупция, несменяемость, некомпетентность, неадекватность политического руководства, государственной власти – это не абстрактное зло все, которого лучше бы не было, но с которым можно жить. Нет, это все реально убивает. Вот теперь вы понимаете, дорогие дети, в чем опасность авторитаризма? Теперь понимаете, почему концентрация власти в одних руках – это плохо? Понимаете, сменяемость зачем нужна? Понимаете, почему нельзя говорить, ну, человек справляется со своей работой, пусть и сидит? Понимаете, что есть предел, после которого это сидение уже принимает совершенно другие формы? Понимаете, зачем нужны издержки и противовесы? Понимаете, что демократические институты – это не бирюльки для богатых стран, которые вот такое у себя придумали, потому что у них так принято, а это все система предохранителей, которые не дают совершиться взрыву. А если у вас их нету, и вы их поснимали последовательно, или вообще не позаботились установить, то ничто не защищает вас от того, что кому-то внезапно придет в голову, что историческая миссия требует именно вот этого вот. Параллельно с боевыми действиями становится все более и более отчетлива лавина санкций, накрывающая Россию. Из нашей страны уходят практически все западные компании. Даже Apple объявила, что перестает продавать айфоны и другие свои устройства через свой российский интернет-магазин, а также отключает сервис Apple Pay. Присутствие в России становится все более и более токсичным по мере нарастания общественного давления, и сейчас кажется почти неизбежным массовый исход всего иностранного бизнеса. При этом российские власти пытаются этому исходу помешать, пытаясь заткнуть все возможные пути оттока валюты. Так, правительство вводит ограничения на выход иностранцев из российских активов, а гражданам России уже запрещено переводить валюту на свои счета за границей и вывозить из страны более 10 тысяч долларов. Под ударами санкций умерли две сферы, которые прекрасно существовали даже в тоталитарном СССР, позволяя ему, несмотря ни на что, транслировать свою идеологию в мир. Мы помним, конечно, про бойкот Московской Олимпиады 1980 года из-за вторжения в Афганистан, но это лишь яркий эпизод. За этим исключением советским спортсменам ничто не мешало участвовать в чемпионатах различного уровня, в том числе и во время афганской кампании. Сейчас же, кроме всех прочих бед, которые свалились на нас и на наш регион, ну просто как иллюстрация, российский спорт был полностью уничтожен всего за неделю. Всего несколько дней назад закончилась Олимпиада, но насколько же сильно поменялся мир? Мы на полном серьезе обсуждали, что же там выпила Камила Валиева
и как все это отразится на ее карьере. А теперь стало понятно, что никакой карьеры ни у Камилы Валиевой, ни у кого-либо еще, ни у каких российских спортсменов больше просто нет. Ни на одних международных соревнованиях, ни по какому виду спорта им выступать в обозримом будущем не придется. Потеряли для нас всякую актуальность рассуждения про допустимый возраст фигуристок. Российским футболистам больше не придется позориться и проигрывать всяким карликовым странам, потому что теперь они смогут играть лишь сами с собой, ну или со сборной Беларуси. А российского хоккея, в который столько сил и денег вложил один из ближайших путинских друзей, Ротенберг, больше не существует. Вторая область – это культура. Дирижер Валерий Гергиев уволен из Мюнхенского филармонического оркестра. Певица Анна Нетребко уволена из театра Ла Скала. Это звезды мировой величины, собирающие полные залы в любой точке планеты. Сегодня сотрудничество с ними представляется невозможным. Количество отмененных концертов как иностранцев в России, так и россиян за рубежом исчисляется десятками. Крупнейшие кинопроизводители мира отменяют премьеры своих фильмов в нашей стране. Дисней мультики отказывается поставлять. Такого не было даже во времена СССР. В известной песне были такие слова: «А также в области балета мы впереди планеты всей». И это было правдой. Советские театры с успехом гастролировали по миру, а Эрмитаж ездил с выставками. Конечно, в СССР не показывали блокбастеров западных, но это было самоограничение. Прокатчики с радостью показали бы москвичам фильмы про Джеймса Бонда, но их сюда просто не пускали. Сейчас ситуация обратная. Россию уже по максимуму исключили буквально отовсюду. Прецедентов санкций такого масштаба еще не было во всей человеческой истории. Никакой Иран тут не похож. И, к сожалению, это все будет еще нарастать. В конце вчерашнего дня у нас ситуация с этой всей войной была такая. С одной стороны, вроде бы система подчиненности работает, все произносят ритуальные фразы, все институции выполняют распоряжения. Но с другой стороны, есть факт. Война пошла не по плану. В основном потому, что план был дурной. План, в котором захват 40-миллионной страны с регулярной армией за пару дней – это достижимая цель. Было понятно с самого начала, еще более понятно сейчас. Такой план нельзя претворить в жизнь. О нем можно только мечтать и фантазировать, что и делал Путин. Захват такого большого города, как Киев или Харьков, даже по меркам Второй мировой войны, когда численность армии измерялась миллионами, это очень тяжелая задача. В нынешних же условиях эта задача буквально невыполнимая. Когда вы начинаете рушить города ракетами, вы уже проиграли войну. Потому что проложили между собой и людьми, которые там живут, ненависть. Вы сами произвели миллионы людей, которые вчера размышляли о том, в какой бар им вечером пойти, а сегодня для них убийство вашего солдата – это доблесть. В этот момент становится совершенно неважно, смогли ли вы подавить организованное сопротивление армии или нет. Вы оказываетесь на территории, где взять автомат и убить оккупанта – это социально одобряемое поведение. Давай, давай, блядь, хуярим нахуй! Кидай, блядь, кидай, кидай, блядь, кидай! Антоны! Антоны! Посмотрите вот это вот видео из занятого российской армией города Мелитополь. Военная колонна пытается проехать, но ее блокирует толпа местных жителей. И их не пугает даже наставленный на них автомат. Эти люди просто кричат и не пускают автомобили. Оккупанты! Оккупанты! Домой! Домой! Мы безоружные! Фашисты! Вы будете по мирным стрелять! И это еще Мелитополь был занят без боя. Таких роликов в сети много и из других городов. Можно представить, какая будет реакция на российских военнослужащих в городах, которые подвергались бомбардировкам и где проливалась кровь. Я не знаю и не хочу знать, какая хреномуть творилась в головах тех, кто это нападение начал и осуществил. Я лишь вижу, что эта хреномуть оказалась максимально далека от реальности. У России едва ли есть ресурсы, чтобы захватить крупнейшие города Украины. У нашего руководства точно нет финансовых, людских и политических ресурсов, чтобы Украину удержать. За то, что в голове у одного человека, Владимира Путина, был совсем иной мир, заплатят все, до кого он сможет дотянуться. Мирные жители Украины, российская экономика, российские СМИ и, если он долго не будет отстранен от власти, российские граждане. За войну они или против, но они также могут заплатить за нее своим здоровьем и свободой. Хочу еще раз в конце повторить несколько вещей, которые всем нам
надо помнить и повторять. Первое. Эту войну начали мы, Россия, безо всякой причины, просто вторглись на территорию соседней страны. Второе. Мы не восстанавливаем мир, не спасаем никого от фашизма. Там нет фашистов у власти. У власти там всенародно избранный президент, который до избрания был известным русскоязычным актером. И он еврей по национальности, о чем сам говорит. Он не может быть фашистом или нацистом, как и его окружение. Украинцы бьются за свою свободу. Наши войска там никто не встречает цветами. Их считают оккупантами и убивают. Мы не спасаем народ Донбасса. В Донбассе, как и в Харькове и в других городах, была бы мирная и спокойная жизнь. Люди бы богатели и жили счастливо, если бы Путин не решил военными методами устроить там русский мир. Если бы мы изначально туда не полезли, там все бы было хорошо. И последнее. Прямо сейчас от российского оружия гибнут украинцы и русские, русскоязычное мирное население, украинские и российские солдаты. Обе страны несут огромный ущерб. Есть только один способ это прекратить. Немедленно вывести войска с территории Украины и судить тех, кто развязал эту войну. До завтра.